Всем привет, вы на канале Дифи. Этот ролик сам по себе войдет в историю канала, а также игры Drag Racing уличной гонки. Сейчас многих начал волновать вопрос касаемо Вайпера, и я готов дать вам ответ на ваш вопрос. Но прежде всего я сказал, что этот ролик войдет в историю канала. Думаю, многие из вас заметили, что мы смогли добраться до отметки в 4000 подписчиков. Я искренне вам признателен за то, что вы уделяете свое время, что вы не скупитесь на лайки, никогда не забывали о словах поддержки, всегда были какие-то советы от вас, рекомендации, и эта цифра вполне ваша заслуга. Большое вам спасибо за это, на этом не останавливаемся, топим дальше, так что кто не подписан, подписывайтесь, ставьте этому ролику огромный палец вверх, ну а мы начинаем. Многие заметили, что на аккаунте у меня есть вообще вот такой бомбический легендарный автомобиль, как Peugeot 406 Taxi. И это не просто игрушка, это настоящий монстр, который имеет под капотом 3600 лошадиных сил. Это просто зверь, с его объемом 8,4, это просто пушка. Да, я говорил, что это уже full тачка, но немножко преувеличил. Да, осталось докачать капот, багажник, крыша, но в целом тачка едет офигенно. Peugeot это лучший автомобиль на моем аккаунте, который сейчас есть. Этот автомобиль лучше всего настроен, он лучше всего вкачан. Последнее время я только в него и вкидывал ресурсы. Я столько затратил сюда монет, чертежей, баксов, чтобы создать вот данный проект. Во-первых, сам автомобиль не хухры-мухры, это автомобиль из контракта, который реально надо было пройти, чтобы получить. Вот этот вот замечательный пыжик, это просто 30 дней ежедневного прохождения различных заданий в контракте. Во-вторых, тут стоит имбовый движок от Вайпера, который на рынке стоит тоже неплохую сумму денег. И что происходит? Разработчики просто выкладывают пост, который портит все, вот просто перечеркивает мои планы, так как я планировал сделать мини-купер с мотором от Вайпера на сетах. Я его был готов делать, как только доделаю Stage 500. А Stage 500 я уже думал снимать в ближайшее время. И если все пошло хорошо, то первую стадию сетов мы уже собрали в ближайшие 1-2 недели. И вот так просто перечеркнули все планы. А знаете, почему перечеркнули? Да потому что сейчас, в ближайшее время, в игру добавят новый такой пунктик в мастерской. И он будет называться детали. Вот у нас сейчас есть 5 ячеек, это предохранители, сетовые детали, моды, ящики, чертежи, а еще появится просто слово детали. Вот в этом ячейке детали вы сможете просто взять, вот в этом окошке и уничтожить свой движок от Вайпера. Проще говоря, скрафтить в кавычках. И в итоге вы получите двигатель от Lamborghini Huracan Spider. И у многих в голове сразу же такой шок, что происходит, Вайпер скинули, вы же говорили типа никакого ребаланса, Вайпер надолго с нами. Да, Вайпер уже с нами 4 года, он до сих пор еще находится в топах, но это ненадолго. Сейчас я вам расскажу вообще, что произойдет с Вайпером, станет ли Lamborghini Huracan Spider новый топом, будет ли это топовый движок, но начну по порядку. Как я и сказал, все началось с выхода вот такого вот замечательного поста, в котором нам сообщили, что вот такая радостная новость, в ближайшее время в мастерской вы сможете скрафтить двигатель от Lamborghini Huracan из двигателя Dodge Viper. Классно. И вот в моменте такое чувство, что у процентов, наверное, 70 в гараже есть автомобиль, который находится в G-кастоме или просто в G-стоке, а именно либо в стоковый Viper, который на full сете или просто фулловый, или же какой-то автомобиль из G-класса, который собран с мотором от Viper, который тоже или на full сетах, или фулловый, и все стремились всегда сделать свап в G-класс или просто иметь хороший Viper в G-классе и катать на нем гонки под это, потому что считалось имбовым автомобилем. Но тут появилась Lambo. И с Lambo все неоднозначно, потому что разработчики
уже, наверное, за последние 3 дня 3 раза поменяли характеристики автомобиля. Сначала она имела 619 лошадок, потом 620. Сейчас вернули к 580. Да, вообще 580 это правильное значение для данного автомобиля. 580 лошадок, у кого-то 581. Почему такие разбросы, непонятно. Ну, то есть разработчики сами не знают, чего они хотят, они крутят этот Huracan уже только так. И сейчас те, кто брали Huracan под свап в другие классы, помимо G-класса, для них ничего глобального не произойдет. Huracan как был в таком кузове, характеристики кузова не изменились, все хорошо. Для G-класса вот тут просто облом, наверное, для игроков, кто взял и свапнул Huracan Spider с мотором от Viper, и теперь Viper типа уже все, сдох. Ну, по крайней мере, так считают многие. Сейчас я вам готов лишь сказать то, что да, я уверен, что новый топ двигатель для свапа будет именно от Lamborghini Huracan Spider. Ну вот вы сами подумайте, зачем было делать бы крафт, если бы этот движок не был бы топовым? Я считаю, что крафт сделали именно потому, что да, можно было выдать бы всем купон с перепаковкой, но разрабы посчитали, что потратить один зеленый чертеж и взять движок от Viper, у каждого будет возможность, и таким образом вы получите новый топ двигатель. С одной стороны, да, потому что у многих возникла бы проблема с тем, что нужно что-то переделывать, но с другой стороны, этот двигатель от Viper нужно где-то брать. И со стороны разработчиков это очень нелогично, потому что чтобы скрафтить вот этот самый движок от Lambo, вам нужно где-то добыть движок от Viper. Как вы это можете сделать? Вы можете накопить турнирку, купить Viper и снять с него движок. Вы можете со своего стокового Viper снять движок, и это всего лишь два варианта. Но разве это выгодно? С такими успехами вы можете на том самом Viper накатать турнирку, купить ламбу, снять с нее движок. Разве так не проще было бы сделать? Вот именно поэтому я не понимаю, зачем был крафт. Да, вы могли просто сказать, что новый теперь топ двигатель в игре это двигатель от ламбы. Зачем было делать крафт, понятия не имею. Но как факт, скорее всего, с вероятностью в 90%, даже не так, вероятностью 95%, двигатель от Lamborghini теперь новый топ. Но будет ли Lamborghini ехать изначально в стоке в топ? Я думаю, что нет. Я думаю, что Viper останется для стока. Это лично мое мнение. Мы буквально подождем пару дней, нам выкатят вот это вот обновление с крафтом, и тогда уже будет все ясно. Если появится какая-то информация насчет того, что скинут ли Viper в стоке, я сразу же вам сообщу в своем телеграм-канале и сразу же запишу для вас ролик. Но пока что не вышел сам крафтинг, я бы на вашем месте не списывал Viper со счетов, ведь пока что он едет, пока что он топ, и возможно крафтинг и не дойдет до игры, потому что игроки массово высказывают свое недовольствие, возможно разработчики примут решение, что, наверное, пока что рано, игроки не готовы принять такое вот серьезное решение. И теперь хотел бы подвести итог. Крафтинг будет пока что доступен лишь для вот этих двух двигателей, то есть для одного даже, потому что вы можете только получить двигатель от Huracan Spider за счет двигателя от Viper. Пока что с другими двигателями нельзя провести вот такой вот крафтинг. Следующее, что да, походу двигатель от Lambo теперь подходит для свапа в G уличный, G Custom, и это новый топ. Насчет самой Lambo тут как бы все неоднозначно, нужно смотреть, прокачивать, и как только появятся хоть какие-то данные, будет ли Lambo новым топом в стоке, я моментально сообщу об этом вам везде, где только смогу. Так что пока Viper не списываем, ждем обновления, посмотрим, что и как, и тогда уже все станет на свои места. Ролик записал с целью того, чтобы вы сейчас не паниковали, не сливали массово Viper, ничего пока что не делали, просто надо немножко подождать. Надеюсь, ролик получился интересным, вы получили ту информацию, которую вы хотели получить. Если у вас остались по-прежнему какие-то вопросы, пишите их в комментах. Попрошу вас поставить этому ролику лайк, подписаться на канал. Ну и с вами был Дифи, всем пока-пока.